Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Давайте с вами узнаем, что прояснится. Тайное, что станет явным. Знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. И для начала, что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10 ноября. Давайте достанем с вами 3 карты. Это как бы знаки судьбы. Я бы сказала, это не только с 1 по 10 ноября, это более длительный период. История с продолжением, как минимум до конца года. И поэтому есть смысл пересмотреть это видео, возможно, позже, ближе к окончанию года. И вполне вероятно, вы и сами изменитесь, или измените некоторые свои постулаты, или планы ваши могут меняться. И вот те карты, которые выпадут, вы в них увидите, ну, как может быть совершенно иной смысл. И поскольку именно 9 ноября в эту первую декаду планета Уран меняет знак, переходит из знака Близнецы, где был в течение 3 месяцев, возвращается обратно в Телец. И вы это можете прочувствовать особенно так вот актуально остро, потому что вы, как и тельцы, относитесь к стихии Земли, ваш знак зодиака. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных конкретных ситуаций. Мы будем, скорее всего, адаптироваться, организовывать новый порядок, ну или наводить порядок в нашей жизни. И пусть эта дистанция порядка, она предусматривает более длительный период, но квинтэссенция как раз может быть или какое-то важное решение, или прояснение ситуации с 1 по 10. Может быть, это и ваша собственная, как перезагрузка. Итак, 3 карты, как 3 знака судьбы. Того, что скрыто, того, чего пока вы не видите, о чем пока не знаете, а это случится. Первый знак судьбы. Первая подсказочка, первая карта, второй знак судьбы. И третья подсказка, как знак судьбы того, что скрыто, но мы это обнаружим или узнаем. А может быть, это как подсказка сферы жизни, которую вам придется пересматривать или принимать важные решения. Но если мы говорим прояснится, что тайное станет явным, к чему быть готовым, достанем одну карту. Следующая карта, что уйдет, что завершится, или от чего вы откажетесь сами. Может быть, и не буквально кто-то уйдет, да, а это какое-то дело, которое вы доводите до ума и уже больше к этому не возвращаетесь тоже. То есть вот и в таком смысле тоже. И тогда что нового придет взамен? Кто или что спешит на ваш порог, давайте тоже узнаем. И по основным сферам жизни. Чего ждать? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Чего ждать в финансовой сфере? И по вашим достижениям. Чего ждать? Это и согласование, у кого-то документы, у кого-то работа, личное дело, важные встречи, важные контакты или в целом планы на будущее. Первый знак судьбы. Но вот все должно быть по справедливости. Старший аркан. Внешние события вас могут подталкивать к тому, чтобы вы либо принимали решение, либо, кстати, ведь эта карта как карма. И с учетом планетарных транзитов, правда, какая-то знакомая история к вам может вернуться, и здесь у каждого по-своему. Это может быть связано как и с человеком, а может быть тут люди ни при чем. То есть в смысле не личная жизнь, не эмоции, не любовная какая-то история, а банально какой-то документ нужно пересмотреть, переиграть, перезаключить. Или рассмотреть какие-то дополнения, да, вот тут есть такой момент. Потому что по справедливости часто идут именно бумаги или какая-то, ну, бумажное, может быть, подтверждение, если даже связано с законом, да, вы можете узнавать, как в отношении вас работает закон, как сделать это по справедливости, как себя подстраховать. Здесь может также карта говорить о том, что если вы раньше сделали что-то хорошо, то вам теперь словно высшие силы помогают, чтобы вот эта справедливость восторжествовала. Может быть, к примеру, вы кому-то помогали, тогда руками пусть других людей, но высшие силы вам помогают и посылают эту возможность. Значит, либо какой-то человек, который вам может содействовать, либо стечение обстоятельств. Мы ведь тоже такое вполне допускаем. Но вы знаете, мои дорогие, все то, что будет вами с буквы закона сделано,
для вас это будет тоже определенная уверенность. Тогда закон вас буквально бережет. Какая-то справедливость должна восторжествовать. Поэтому и с одной стороны карта говорит «держи баланс». И если какие-то темы из прошлого к вам возвращаются, стало быть, нужно, видимо, в этот период определиться. Вообще планетарно, забегая немного вперед, я вам скажу, что для вас очень добрый месяц, как и ноябрь, так и декабрь. Но это планетарно, все же мы все разные. Давайте узнаем второй знак судьбы. Еще один старший аркан. Может быть, это, знаете, как в средствах массовой информации вы слышите какой-то новости, это на вас влияет. Какая-то перезагрузка у вас может быть, потому что и справедливость император, и это правда по закону. Император это тоже закон, власть, порядок. Для кого-то из вас смена статуса. Может быть, это вы меняете статус. Кто-то через личную жизнь, а кто-то через работу. Вам может быть предложено что-то, как новая должность. Или, может быть, и не предлагали, вы сами искали на работу, и тогда вы, скорее всего, можете ее найти. Как, знаете, возврат в виде уже свершений тех дел, к которым вы приступили прежде, но, может быть, прежде что-то не стыковалось. Вот и такое я могу вполне допустить. Но, знаете, тут карта сразу дает подсказку. Придется быть гибче. Потому что по императору иногда проходит, знаете, ну, я фразу чаще говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Вот, наверное, было бы ошибочно настаивать на чем-то на своем. Ведь баланс нам показали, это была первая карта. Да, и себя обесточить никак нельзя, потому что все должно быть оформлено на бумаге, может быть, вами перепроверено. И если у вас, к примеру, на эту декаду намечены какие-то важные встречи, подписание контрактов, договоров или даже в банке, например, да, вот уделяйте внимание мелочам. Читайте все то, что написано не только крупными буквами, но и мелким шрифтом тоже. Надо быть где-то более прозорливым на пару шагов вперед, потому что 2 старших аркана, во-первых, никогда не проигрываются только на 10 дней. И вот эта история с продолжением, вот об этом нам как раз и говорят карты. А у кого-то в личной жизни, может быть, это и вам придется за кого-то ответственность, да, брать. Если вот именно в личной жизни, это может быть как ваша мера ответственности за ваших близких, за ваших детей, может быть, там супруг или супруга, у кого тут что будет проигрываться тоже. Но и, видимо, если у вас, мои дорогие козероги, на этот период назначены важные беседы с людьми влиятельными или людьми, от которых зависит решение вашего вопроса, как вот представительный какой-то человек, да, товарищ, то тогда мы с ним точно не спорим. Против шерсти власть мы не гладим, это факт. Мы тут ничего тогда не добьемся. А вот договориться с учетом вот справедливости, правосудия мы вполне можем. Давайте узнаем третий знак судьбы. 3 старших аркана. Будьте прозорливы, повторяюсь, и для вас будет очень важно видеть не то, что на пару шагов вперед, а вообще, ведь по этой карте всего в колоде Таро 2 карты выбора правильного направления. И если карта Солнца, я говорю 6-8 месяцев, то есть дистанция, сама по себе по времени она такая поближе получается, а это лет 10-20. Это далекая перспектива. И понятно, мы будем корректировать планы, но, видимо, для вас нужно, может быть, даже в эти 10 дней. То есть тут такие могут быть прояснения, такие могут быть перемены, потому что 3 старших аркана, когда и внешние события или решения каких-то других людей на вас, мои дорогие, тоже будут оказывать влияние. Или сама по себе обстановка, где вы проживаете, может быть местность. И по звезде у кого-то может быть даже далекая поездка. Или в плане переезд. Но то, что мы раньше не могли осуществить, здесь как будто появляются варианты. Или что-то вы будете завершать, а после этого это как новый старт, каким-то новым вершинам, новым перспективам. Это то, что у нас получается. Вообще есть ведь такое значение по аркану звезда, что мечта сбывается. То, о чем мы мечтали. И значит, вот это вот как нить Ариадны, то, что незримо связывает нас с мечтой. Может быть, именно в эту декаду у вас появляются к этому
возможности. Будьте внимательны. Обычно возможности всегда к нам приходят либо нелепо, либо неожиданно, либо вообще каким-то другим альтернативным способом, а мы к этому не готовы. Вот будьте гибче от начала до конца, чтобы чего-то не упустить. Вот именно не упустить, потому что 3 старших аркана. Что прояснится? Ну вот, кстати, могут вопросы, то, что касается бумаг, важных документов, согласований, буквально по закону, туз мечей. Это, я часто говорю, выход из лабиринта, но это еще и однозначное решение. Вполне вероятно, это может быть связано с информацией. Может быть, это и ваше именно положение таково, что оно как бы сама по себе ситуация требует вот именно одно какое-то решение принять. И если вы в предыдущий период где-то там раздумывали, может быть так, а может быть эдак. Вот тут не так и не эдак, тут вот именно что-то конкретное. У вас определенно что-то прояснится, как минимум в одной сфере жизни. И вот это прояснение по тузу мечей, оно совпадает еще одновременно с тем, что, скорее всего, второй какой-то вариант или, может быть, допустимый, то, что прежде вы допускали, здесь скорее мы отметаем, потому что это уже не имеет значения. Вообще это наш, ну, буквально, ну, как интеллект проходит, проницательность. Когда мы понимаем что-то, когда мы рассуждаем и нам помогает рационализм, когда нам помогает найти нужную, может быть, информацию, когда, как знаете, все складывается как-то удачно, может быть, и непросто, потому что 3 старших аркана и туз мечей тут не запросто, нет. И ваша аналитика потребуется, и потребуется, знаете, так хладнокровно, мои дорогие, оценить обстановку вокруг и ваши собственные ресурсы. Вот как будто вам просчитывать что-то придется. Ну, может быть, и буквально математически. А для кого-то это просто будет ситуация требовать этого. Но то, что прояснится, это точно. И смотрите, 3 старших аркана, как знаки судьбы, у кого-то прояснится по части переезда, может быть далеко, может быть поближе, или работы, кстати, связанная, которая с интернет, работа на дому, работа из любой точки мира. У кого-то это будут важные согласования, подписание бумаг, или у кого-то, мои дорогие, изменение статуса в личной жизни, и вам придется принимать вот такое однозначное решение. А у кого-то, может быть, и вопросы в суде, или какие-то важные согласования, когда тоже нельзя оплошать, и нужно понимать, как работает закон. И вы тоже будете искать эту информацию и правильно как бы оценивать, что есть сейчас, что теоретически, на что я могу согласиться, ну и какая обстановка обстоит вокруг. Вот для вас все важно. Просто у каждого в чем-то своем. Так что же тогда уйдет? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, по аркану маг еще один старший аркан. Вот интересный расклад. Вы не первый знак зодиака, будем говорить, да, когда я делаю видео, козероги находятся так в зодиакальном круге ближе к окончанию, как бы, да, к вершине именно вот этого круга. И я к тому, что я вот словно начала делать наши прогнозы, и у каждого практически знака зодиака что-нибудь эдакое. У нас действительно какой-то судьбоносный период в ноябре ожидается. Это вот в целом. Это как общая температура по больнице или в нашем мире. Явно что-то будет меняться. И, понятно, на каждого это будет как-то по-своему воздействовать. У вас вообще ресурсное время. Вы сами, скорее всего, будете о чем-то решать, переигрывать, перестраивать. Знаете, вы будете принимать какие-то, может быть, мудрые, а то и хитрые решения. Все-таки аркан мага. Как будто обстановка не оставляет другого. Вот вам, может быть, придется какие-то даже согласования или беседы проводить, когда найти вот это среднее арифметическое, чтобы не было конфликта. Может быть, и решить какой-то вопрос. Может быть, подойти к решению какой-то темы вот так исподволь, как бы со стороны. Может быть, вам придется какую-то многоходовочку. Тут можно до бесконечности вообще комментировать. И почему это все нужно? С одной стороны, карта говорит, что это у вас, это ваше решение, это у вас достаточно сил что-то осуществить. Ну и вы, мои дорогие, скорее всего, особенно с учетом императора, вы можете оказаться
Вот как во власти закона, так и буквально, может быть, это те контакты с сильными мира сего. И да, тут договариваться именно придется. Маг склонен договориться. Он как раз себе жизнь конфликтами не усложняет. Поэтому у кого-то закопать топор войны, для кого-то то, что ранее как бы было, ну, условно, зависло, да, в какой-то ситуации, которая не развивалась. Или были тысячи неопределенностей. Вот здесь скорее вы и сами хотите из неопределенностей выйти. Точно так же и другая сторона будет хотеть, да, что-то завершить или довести до логического конца. Но ведь и карта говорит, что люди могут хитрить, и вы к этому должны быть готовы. Тут явно что-то не завершается, тут продолжается в новом ключе. А что нового идет на ваш порог? Вот посмотрите, как странно, да? Пусть бы вот эта карта конкретно ухода. Когда мы ищем выход из сложившейся ситуации, и мы его находим. Или буквально мы куда-то отправляемся, мы уезжаем. Может быть, в разведку, вот я часто говорю, нам нужно съездить перед тем, как мы окончательно кому-то скажем да или нет, или с чем-то определимся. Но ведь выпало, как выпало. Выпадает на будущее, да, как на что-то новое, что спешит на ваш порог. Но я тогда могу сказать, это вы куда-то будете спешить. А какая-то ситуация, может быть, ну, как затянулась на некоторый срок. Но если со знаком плюс, можно сказать, есть возможность, какие-то дела, даже, может быть, сложные, запутанные. Тем не менее, вот этот Гордиев узел таки как-то и не разрубить, а именно распутать, разобраться, Соломоново решение принять. Это да. Но, видимо, какая-то перезагрузка, мои дорогие. Это точно, неизбежно. И у кого-то на самом деле будет связано, знаете, как с планами на будущее, а для кого-то из вас это будет связано с переменой места жительства, местом работы, может быть, вашей деятельности даже. А может быть, это по части отношений. Тут вот тоже что-то такое у каждого в своей сфере жизни. Но как будто мы идем вперед. Если раньше был вот этот очаг, да, буквально в чаше огонь, то мы теперь идем к светилу натуральному. Это как дорога к свету. Но на это еще нужно решиться. А может быть, вот те прошлые какие-то ситуации вам нужно согласовать, довести до логического конца, чтобы потом идти налегке. Видимо, не случайно старшие арканы говорили, что и, в принципе, конфигурация вот этих двух карт. Вряд ли тут вот прямо с точкой решения вот вы будете, может быть, принимать. Или какой-то ориентир– это факт, у вас что-то прояснится. Туз мечей это уже яснее не бывает. Поэтому какая-то одна тема, вы, как факт, понимаете, вот какой-то факт вы будете знать. Но что с этим делать? Я не могу сказать, что такое решение принимать просто. Видимо, заставит вас как и задуматься, так и, возможно, искать альтернативные варианты для осуществления желаемого. А может быть, и правда, какую-то поездку совершить вам тоже придется. Давайте узнаем, чего же ждать в сфере личной жизни. Ну, вообще-то это вы сами. Это карта великого консерватора, хочется сказать. И не важно, мои дорогие девочки, что у нас выпала карта именно короля, как мужская энергия. Может быть, это вам придется быть именно в мужских энергиях. Для кого-то это вопросы семьи, пары. Вообще по этой карте все стабильно. Вот в личной жизни все стабильно, мои дорогие. Но, может быть, какие-то вопросы финансов как раз и требуют внимания. Или то, что вы хотите в паре осуществить, каким-то образом упирается в решение финансового вопроса тоже. Или это будет связано непосредственно с жилищем, местом вашего пребывания. Или планируемым переездом, как я уже говорила. Но знаете, стабильная карта, она говорит, что для тех, кто в паре, явно тут что-то будет, ну, как в согласии все же, да? Может быть, это и вы, мои дорогие, не давите авторитетом, потому что, ну, если проходит все-таки консерватизм, а тут нам уже не раз сказали, что придется быть гибче, по-другому никак. Начни настаивать на своем, обязательно что-то упустишь. К вам возможности
идут в вашу жизнь. Это не красивые слова, не пафосные, нет. Тут, правда, перемены. Я думаю, даже не зная карт Таро, глядя на все то, что мы с вами открыли, уже становится понятно, что ну как-то неоднозначно. И вот именно это неоднозначное вам нужно переложить на реальность. Но у вас все получится. Вообще, мои дорогие, я должна сказать, что вы будете в себе уверены. Но иногда вот эта самоуверенность, прекрасное качество, не должно граничить самонадеянностью, потому что и договариваться придется, так и искать, может быть, какой-то подход тонкий. Я такое допускаю. Что же на финансах, чего ждать? Карта отшельник вообще говорит не совсем о тратах. Рядом король Пентаклей о том, что деньги есть, деньги будут. Ну, то есть по деньгам тут нет какого-то пролапса или какого-то минуса. Это точно нет. Но если мы говорим на траты, но отшельник – это дервиш, который идет налегке, опять же. Вот понимаете, тут как будто для вас не столько потратить на что-то деньги важно, вот в эту декаду, как определиться вообще, откуда идут деньги, откуда они будут приходить потом, каким образом я со всем этим буду взаимодействовать, на что я могу рассчитывать и какую-то дальнейшую траекторию по финансам. И исходя из этого, нужно тогда понимать, чем вы будете заниматься. Ведь это жизненный путь. И надеяться сам на себя, Козерог. Отшельник. Он великий мудрец, философ. Вот вам нужно как-то философски решать финансовые вопросы. Но не совсем, знаете, как бы, если даже есть, вот у нас мы говорим, стабильность, финансы, все хорошо, а рядом карта отшельник на финансы. Вот тогда вот то, что вы имеете сейчас, каким-то образом нужно растянуть на более длительную дистанцию. Или, если вы планируете какие-то вложения, я не могу сказать, что в эту декаду вы во что-то вкладываетесь, или что вы рискуете. Риск вообще должен быть исключен до 44 года. Плутон, Водолея, это, знаете, какие-то там, ну, я не знаю, лотереи, вот это вот все, вот это точно не в это время. Тут может быть полная фиаско. Ну, я периодически говорю об этом. Ну, вот этот момент в эту декаду для вас тоже будет актуален, потому что, чтобы не остаться один на один с какой-то проблемой финансовой, понимаете? Поэтому зрите в корень, будем говорить. Видите какую-то задачу, не только с позиции желаний, а тут ведь это опять же старший аркан. Обстановка как будто вас вынуждает быть так немножко, может быть, и прижимистым, что ли, в тратах. Не жадным, нет, потому что это карта того человека, который идет своим путем. Она подсказывает, что тебе, Козерог, эти деньги именно для тебя, для какой-то миссии, для твоего плана, для твоей мечты пригодятся в последующем. Вот примите этот такой совет. Чего ждать в сфере ваших достижений? К четверке мечей. Вы знаете, куда-то, правда, не торопитесь. Вот как и по финансам тут нужно все просчитать, как и по законам тут надо все узнать. Не время самого по себе какого-то форсажа или ускорения, мои дорогие. Тут пауза, приведи мысли в порядок, складываем оружие по этой карте и, может быть, даем телу, мыслям отдых. Уставшие люди делают ошибки. И, может быть, для кого-то из вас надо именно проанализировать какую-то вот так беспристрастно, холодно какую-то ситуацию. Вот я вам должна сказать, что я люблю карту «Отшельник». Никто не мешает. Вот вам никто не будет мешать ни отдыхать, ни делать какую-то нужную перезагрузку или какие-то свои направления просчитывать. Вот именно в эту декаду. Помех таких вот явных нет. Но есть и данность сложившаяся, что вы не можете оставить на потом. Как минимум, ну, прояснить что-то нужно. Может быть, где-то почувствовать подсказки собственного сердца и души, куда же вы хотите идти, чем вы хотите заниматься, какую траекторию вы хотите в своей жизни видеть, вот этого жизненного пути. И не совсем только с позиции финансов, а это у нас какая-то духовность идет. Что-то, может быть, у кого-то в личной жизни именно так складывается ситуация, и тут у каждого по-своему, когда вам нужно просчитать что-то на более долгий срок и оценить свои ресурсы. И пусть это выпадает на деньги, да, но ресурсы ведь это в конечном итоге
Это наша экспертность, это наши знания, это наше потраченное время. То есть мы можем оценивать не только как сферу финансов, а именно куда мы тратим наши ресурсы, чтобы получить потом вот этот денежный эквивалент и какая-то более длительная дистанция. Не случайно вот у вас про дистанцию, и, кстати, отшельник идет очень медленно. Он с места в карьеру никогда не бежит. Я должна сказать, что и король Пентаклей тоже. Вот сел и сидит, думает, считает. Но и, видимо, карта будет говорить о том, что даже если какие-то мелкие поездки, да, как будто вот они необходимы, но я не вижу, что вот вы прямо съездили, допустим, куда-то, и после этого вы уже кому-то резко говорите «да». Явно, может быть, прояснится обстановка на какой-то процент, а другой процент останется и добавит каких-то вопросов. Вот я такое могу допустить. Или вы сами начнете что-то анализировать, и новые вопросы у вас снова возникнут. И вам нужно будет разобраться, может быть, с какой-то путаницей. Отдыхайте, мои дорогие. Видимо, наступает период, когда, так ведь тоже бывает в нашей жизни, когда мы что-то не можем ускорить. И также наступает тот период, когда мы вроде бы как наблюдали, да, а шаг за шагом какая-то история близится к развязке. Это то, что с внешними событиями или, может быть, людьми связано. И тогда от того, что мы не активничали даже, да, если это связано именно с обстоятельствами или людьми, на что мы не влияем, то вот оно ведь тоже развивается. И значит, что-то вы еще потом узнаете. Вот я вижу, что тут, правда, история с продолжением. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, добрые, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.